Всем привет, друзья! У вас сейчас идет ремонт, и дело наконец-то дошло до кухни. И вы уже себе представили кухню мечты, как вы вместе с семьей готовите кулинарные шедевры, ужинаете. Но есть на самом деле такие ошибки, которые могут испортить любую кухню, превратить ее просто в место пыток. А есть какие-то, наоборот, маленькие секреты, которые улучшат совершенно любую кухню. В эфире ваш дизайнер интерьера, и сегодня я расскажу 5 основных вещей, на которые нужно обратить внимание при проектировании кухни. Давайте начнем с мебели. Самый распространенный косяк – это дверь, которая находится вплотную к стене. Существует два решения, которые помогут вам нормально открывать дверь. А то бывает, сделали кухню, и дверь просто тупо не открывается. Первое решение – это специальные петли, которые позволят вам открывать дверь параллельно стене. А второе решение – это заглушка. То есть делается тоненький глухарь вдоль стены, и он позволяет уже следующей двери рядом с ним свободно открываться. Меня постоянно заказчики просят ставить им на двери открывание push to open. Они еще часто называют это push-up. Это не push-up, push-up это немножко другое. Это push to open система, когда касанием фасада у вас открывается дверь. Но это супер неудобно, могу вам точно сказать по опыту, потому что как только вы чуть-чуть касаетесь там ногой, бедром двери, она тут же открывается. Это будет вас раздражать, у вас они будут постоянно отщелкиваться. Поэтому всем своим заказчикам я рекомендую эту систему использовать только на самых верхних шкафах, чтобы они вам не мешали. Там это окей. Иногда открыли, иногда закрыли, это нормально. Внизу это просто будет вас бесить. У меня у самого была такая ошибка. Я делал себе квартиру, и у меня кухня продолжалась полубарным островом. И моя знакомая, которая торгует мебелью, предложила мне по супер акции классные стулья, модные, супер вообще выгодные. И я тут же купился на это и купил их. И когда я их поставил к полубарному острову, я просто смеялся над собой, потому что я выглядел как какой-то маленький гномик, который сидит за огромным столом. Помните, что если у вас полубарный остров высотой с рабочей поверхности кухни, то к ней обязательно должны быть полубарные стулья. Если у вас барный стол, то стулья должны быть именно барные. Это 3 разные высоты: обеденный стол, полубарный и барный. Сейчас очень модно делать встроенные кухни. Знаете, когда ниша и верхние шкафы идут до самого потолка. Обычно они делятся на 2 ряда, то есть есть какой-то нижний ряд, которым вы постоянно пользуетесь, и верхний ряд, который встроен к самому потолку. И там обычно хранят те вещи, про которые потом просто забывают. У меня у самого есть такой шкаф, и я честно не могу вам сейчас вспомнить, что там сейчас лежит. Поэтому, если вы не хотите устраивать какие-то склады непонятно чего, то, в принципе, от верхних шкафов можно отказаться. Подумайте об этом. Следующий пункт – это столешница и фартук. Самый распространенный материал в среднем ценовом сегменте – это акрил, акриловый искусственный камень. И я всех отговариваю от этого материала, потому что, во-первых, он довольно дорого стоит. Кто знает, тот поймет, он реально стоит дорого. Но при этом выглядит он очень дешево. И просто у меня были истории, когда заказчики покупали этот камень, и просто им хотелось плакать, когда они видели, что получили. Это внешний вид. И кроме того, он еще и довольно мягкий. И любая царапина ножом, это все будет оставаться. Его, конечно же, можно полировать, но вы не будете постоянно вызывать себе мастера, чтобы он вам полировал ваш камень. И выглядит это будет, так себе. За такие деньги я считаю, что это очень сомнительная вещь. С приходом скандинавского стиля еще один очень модный материал для столешницы – это дерево. Столешка из натурального дерева. То есть это может быть и массив, и МДФ, что-то такое. Но, опять же, из практических соображений могу сказать, что дерево, естественно, очень быстро придет в негодность. И превратиться, выглядит это будет, так себе, честно говоря, будет такая дешевая царапанная столешка. Еще один модный материал, но это уже, наверное, премиум сегмент, когда заказчики просят столешку из нержавейки. Это крутое решение, классное, но оно очень специфичное и очень на специфический вкус, потому что если оно изначально вам приходит полированным, как зеркало, то через какое-то время оно начнет царапаться, приходить в негодность, и многим это может просто не понравиться. А мне наоборот нравится, что когда она полностью зацарапана, зашлифована, такая вся рабочего вида, на ней просто можно резать мясо, делать все что угодно, и с ней ничего не будет. Но опять же повторюсь, это на очень узкую аудиторию, именно ценителей таких вещей. В массовый продукт я бы всем бы не стал рекомендовать, меня просто, наверное, люди не поймут. Я уже перечислил 3 материала, которые не подходят, и все меня будут спрашивать, а что же тогда подходит, если ты все отметаешь? Я, конечно же, всем говорю, что самый правильный материал для столешницы и даже для фартука
это кварцевый агломерат. Это очень твердый материал, в нем кристаллы кварца, там на очень большой процент, и с ним ничего не будет. Но есть момент, что кварцы бывают разные по качеству, есть там дешевые китайские, на них могут быть царапины, есть более дорогие качественные, но, пожалуй, это самый лучший материал, он еще и внешне очень круто смотрится, выглядит как натуральный камень. Теперь по поводу фартука. Очень часто, когда особенно вот эта акриловая столешница у нас, стык стены и столешницы не идеальный, там образуется тонкая щель, ее надо чем-то прикрыть. И такой массовый вот продукт кухонь, конечно же, предлагают нам плинтус из того же акрила. Или вообще пластмассовый плинтус. Выглядит это просто супер отвратительно. И, конечно же, я всем говорю, что нужно закрывать не плинтусом, там, большим-маленьким, а просто подходить фартуком сверху к столешке и закрывать эту щель. Тогда это будет смотреться эстетично, красиво и цельно. Теперь от столешки перейдем к мойке. Очень модный материал, опять же, возвращаясь к акрилу, когда из акрила делают мойку и подклеивают ее снизу к камню, и у нас получается такая литая, вот красивая мойка. Красивая это в кавычках, потому что я такую красоту видел только на российском суровом беспощадном рынке. Ни в одной крутой там немецкой, американской кухне вы никогда не увидите мойку из искусственного камня. Самая вот практичная, классная мойка — это, конечно же, стальная сварная мойка, подклеенная снизу. Во-первых, очень удобно, когда у вас можно вот так легко смахнуть всю грязь, там, все что угодно со столешки в мойку. Во-вторых, у всех сразу же воспоминания, знаете, такие советские были моечки, на них вода сверху капает, они так дребезжат, такие бум. Вот это случается из-за того, что дешевые мойки, они штампуются на заводе из тонкого листа. Чтобы из нее штамповать мойку, должна быть очень тонкая сталь. Она, соответственно, под водой начинает дребезжать. Настоящие, там, дорогие, хорошие мойки, они делаются из толстого листа стали, ее невозможно штамповать, поэтому она делается по лекалам и сваривается. С такой мойкой у вас не будет никаких проблем, она не будет царапаться, она очень легко отмывается и прослужит вам долго и качественно. Кроме того, я всем рекомендую, это уже на самом деле в Европе довольно давно, в Европе, Америке, у нас почему-то только сейчас это все стали осваивать, это, конечно же, измельчитель. Это супер удобная вещь, когда вы снизу в сифон у вас вставляется измельчитель, и любой мусор, вы можете картошку прямо чистить в мойку, включать, и у вас вся грязь, все шкурки, вот это все будет измельчаться и удаляться вместе с водой. Это супер удобно в уборке, в практике, ну, это очень хорошее решение. Я часто слышу, как вот противовес, что говорят, что там же разводятся бактерии, как же это плохо, но они точно так же могут разводиться и в вашем сифоне, поэтому я вообще не вижу в этом проблемы. Это супер удобная вещь, всем рекомендую. Еще такая распространенная ошибка, когда посудомойка находится далеко от мойки. Это очень неудобно. Самое правильное, когда они идут подряд. Вот у нас мойка, рядом посудомойка и обязательно сверху сушка, либо снизу, это тоже может быть удобно. Вы замыли, смыли грязь в измельчитель, положили мойку в посудомойку, закрыли ее, она там несколько часов отработала, потом вы открыли и положили вверх или вниз в сушку. Это очень удобно и практично. А если вам придется тянуться, куда-то ходить, это будет доставлять вам лишние неприятности. Кроме того, обратите внимание, что удобно, когда, если вы правша, то посудомойка находится справа от мойки. Еще один момент по поводу посудомойки. Не все знают, это дизайнеры знают, почти все. Обычные люди, не связанные с дизайном, об этом не знают. Посудомойка всегда доходит до стены, то есть это такой глубокий предмет, который прямо в притирку с задней стеной кухни проходит. И за ней практически невозможно ничего протянуть. Если у вас, например, монолитная стена, то вы не сможете за ней протянуть воду. Это нужно учитывать при проектировании кухни и не забыть об этом, иначе потом могут быть проблемы. Точно такая же история по поводу розетки. За посудомойкой ни в коем случае нельзя проектировать розетку, потому что вы не сможете просто воткнуть туда провод. Это такая простая вещь, но она может вам потом обернуться неприятным сюрпризом. Ну и, конечно же, вроде как очевидный момент, но не забывайте про него. У посудомойки есть расстояние, на которое открывается дверца. Если у вас, например, рядом поворот кухни или остров, полуостров, то дверь может тупо уткнуться в фасад, и вам будет не пройти. Это тоже такой маленький момент, но не забывайте о нем.
Следующая тема — это электрика. И самый вот первый простой совет — не делайте розетку за холодильником, потому что если вам нужно будет его обесточить, то вам придется его вынимать. Если это отдельно стоящий холодильник, его нужно будет выдергивать из ниши. Если это встроено, это вообще целая история. Поэтому просто рядом в соседнем секции сделайте розетку, воткните его туда. Если нужно, просто скиньте соколь и вынете розеточку, и никаких проблем. У любой рабочей поверхности должна быть подсветка. Но представляете, там, резать огурцы, лук, конечно же, лучше при свете, чтобы не отрезать себе палец там, или еще что-нибудь. Поэтому обязательно, конечно же, вы подсветите вашу кухню. Подсветка встраивается в дно верхних ящиков. Но большинство кухонных магазинов по-прежнему предлагают делать стандартные вот эти светильнички вдоль фартука, то есть в самой глубине кухни. Но если вы обратите внимание на вот всех крутых немецких, там, европейских, американских кухнях, подсветка идет либо в центре верхних ящиков, либо она вообще вынесена ближе к вам, ближе к центру столешницы. Это очень удобно, потому что свет распределяется равномерно, и вы все видите. Если же свет будет вдоль фартука, то, конечно же, это будет неудобно, потому что он будет светить куда-то туда, в дальний конец. Ну, это неудобно, вы сами все понимаете, но момент важный, и обязательно обратите на него внимание. Существуют стандартные высоты розеток. Это идет еще, мне кажется, с 90-х годов, когда существовало вот это название Евроремонт, которое я просто ненавижу. Когда все розетки у нас на высоте 30 сантиметров, все выключатели на высоте 90, но эти все размеры, они идут из советских СНИПов и обусловлены теми законами, которые там были в стройке еще там, в 40-е, 50-е, 60-е годы. Сейчас совсем другое время, совсем другая эстетика, и кроме безопасности, ну, есть еще много других моментов, которых не было там 50 лет назад. Поэтому мне, например, раздражает, когда очень высоко на фартуке заданы розетки, и по мне это смотрится совершенно отвратительно. Поэтому ставьте розетки на разумной высоте. Это не будет как-то влиять на безопасность, потому что все равно расстояние будет, но они не будут вот так задраны и смотреть на вас прямо из центра фартука. Кроме того, есть очень крутое решение, когда розетка просто вставляется в низ верхнего ящика, и вы их вообще не будете видеть, но будете просто вот так втыкать, там, что вам нужно, какой-то там миксер или чайник или что-то еще, просто втыкаете вверх и пользуетесь. Это удобный момент, и он совершенно не портит эстетику вашей кухни. По поводу разводки электрики, это очень частый вопрос, который всплывает именно на стройке во время авторского надзора. Дизайнерские размеры, дизайнерские привязки розеток обязательно нужно уточнять в соответствии с техническим заданием от поставщика кухонь. Потому что когда дизайн-проект попадает в производство, у них там есть свои модули, свое оборудование, свои типовые размеры, и привязки могут немножко, а могут быть и даже сильно поехать. И чтобы потом все сошлось, всего хватило и все встало на свои места, обязательно нужно за этим следить. Не забывайте об этом. И последний важный раздел, на который нужно обратить внимание, это, конечно же, бытовая техника. Обязательно приобретите, это вот в идеале, ну либо хотя бы четко выберите бытовую технику, которая будет стоять в вашей кухне. Особенно если это встройка, потому что модули будут делаться под нее, и в случае чего у вас просто эта бытовая техника потом не встанет в вашу кухню. Понимаете, да? Масштаб проблемы. И очень часто, на самом деле, бытовую технику снимают с производства, а кухня уже построена, а вам уже не купить такое оборудование, поэтому я, конечно, всех призываю сразу же покупать предметы, которые будут у вас стоять в вашей кухне. Меня постоянно заказчики просят поставить им огромный холодильник side-by-side. Знаете, вот две такие дверки большие, раскрывающиеся, и там море места, все помещается. Поверьте мне, это вот самое глубокое заблуждение. В этих холодильники ничего не влезает. Если вы хотите прям вот большие, огромные холодильники, купите два отдельных модуля. Пусть у вас будет один 60-й модуль холодильный и один 60-й модуль морозильный. Вот тогда у вас точно все влезет. Если вы купите вот эти сайд-бай-сайды, они на самом деле, посмотрите вживую, они очень маленькие, очень компактные, и туда мало что влезает. Кроме того, они еще и стоят там сильно дороже, поэтому я считаю, это какая-то вообще такая надуманная вещь. И я не знаю, откуда пошел этот миф, что люди думают, что там много места. Там немного места. Хотите много, купите два отдельных холодильника. Кроме того, конечно же, встроенный холодильник значительно меньше отдельно стоящего. Вот
Посмотрите любой там крутой американский сериал про какую-то богатую семью, живущую вот в загородном доме. У них обязательно будет стоять отдельно стоящий такой хромированный холодильник. Это вот must-have для американской большой семьи. В этот холодильник влезет все. Встройка — это другая эстетика, конечно же, другой стиль, но она все равно значительно меньше, чем отдельно стоящий холодильник. Это факт. Когда у вас встроенный холодильник, это частая ошибка, про это забывают, обязательно делайте в цоколе вентиляцию. Также над холодильником тоже можно сделать решеточку для вентиляции, потому что в противном случае, если холодильник будет сильно зажат в нише, снизу и сверху, там не будет циркуляции воздуха, и он прослужит у вас, не знаю, ну там на год, на 2 меньше. Это прям важный момент, и про него нужно помнить. То есть он очень легко устраняется, но сэкономит вам очень много денег и времени. Практически в каждой квартире сейчас находится микроволновая печь. Это очень удобный предмет. Он стоит чаще всего на столешнице, но если квартира, например, маленькая, то его нужно куда-то убрать, и чаще всего его ставят на верхний ящик, то есть в нижнюю часть верхнего ящика. Но микроволновка, она глубже, чем верхние ящики, потому что верхние ящики обычно порядка 30-35 сантиметров в глубину, а микроволновка в районе 40-45, и она просто будет вылезать. Поэтому внешний вид у вас изменится, и под ней будет такая специальная полочка, на которой она будет вставать. Кому-то это нормально, для кого-то это будет неэстетично, и чтобы от этого избавиться, чтобы все было красиво, то есть вариант, есть специальные микроволновки, которые встраиваются в верхние ящики. Они не полноразмерные, они специальные, и они очень хорошо за подлицо встают в верхние ящики. Но за все хорошее и красивое нужно платить, и она, я думаю, что в 2-3 раза будет значительно дороже, чем обычная микроволновка. Но если вы ставите микроволновку в колонну, например, духовой шкаф, а над ним микроволновка, тогда у вас уже не будет никаких проблем, потому что это полноразмерная там, на секцию глубиной в 60 микроволновка, и она уже не будет стоить таких там безумных денег. Тут выбор гораздо шире и никаких проблем. Еще по поводу колонны. Это сейчас практически все просят так сделать, то есть вот стандартный духовой шкаф, который находится под плитой, он у нас уходит в колонну, он у нас стоит выше обычного духового шкафа, то есть не нужно нагибаться с противнями, то есть не надо там горбатиться, это, конечно, гораздо удобнее. Но они обычно делаются в паре с микроволновкой, то есть духовой шкаф, микроволновка. И в погоне вот за высотой духовки микроволновка очень часто задирается очень высоко. Помните об этом, когда проектируете свою кухню? Потому что если микроволновка будет сильно высоко, вам просто будет неудобно там доставать разогретые блюда, разогретый борщ какой-нибудь, и это может очень плохо кончиться. Помните о высоте, это важно. Сейчас уже никого не удивишь индукционной варочной поверхностью. Это удобная вещь, потому что моментально разогревается, сразу же начинает греть. Нужно немножко привыкнуть, например, когда жаришь мясо. Вот мне сначала было не очень удобно, но сейчас я уже вошел во вкус, и мне нравится ей пользоваться, у меня получаются очень хорошие вкусные стейки. Так вот, если вы, например, проектируете варочную поверхность на острове, к которому можно подсесть снизу, или в котором есть ящики под индукционной варкой, помните о том, что индукционка занимает гораздо больше места по глубине, чем обычная варочная поверхность. И, например, ящики внизу у вас будут уже не до конца. Это такой маленький тонкий момент, но про него нужно помнить. Или, например, если у вас будет столешка, то она будет просто толще, значительно толще, чтобы индукционка в ней поместилась. Сегодня мы говорили только про функционал, и если вам будет интересно, напишите в комментариях, можно снять отдельный выпуск про дизайн, про внешний вид кухонь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч, пока-пока.